Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за нашими прямыми эфирами. Прямо сейчас со мной на связи Семен Уралов. Семен Сергеевич, приветствую вас. Приветствую, Александр. Зрителям в прямом эфире отдельный поклон. Ну, знаете, много сегодня, скажем так, есть чего обсудить. Топ история – это встреча Зеленского и Трампа на саммите, так сказать, НАТО. Я считаю, что это, конечно, мы обсудим предметно и более горячо, что ли. Но начать я бы хотел вот с такого достаточно важного вопроса. И предлагаю, кстати, нашим зрителям, клуб зрителей «Шелест», сообщество YouTube абсолютно открыто, оставляйте свои вопросы, мы по ним пройдемся в самом финале. Предлагаю ответить на вопрос зрителям вот на какой. Кто останется у разбитого корыта в оконцовке? Ну, вот у нас сегодня по щучьему велению. Вот сегодня щучье веление Анкары нас запускает в абсолютно новое желание Зеленского с лицензиями на Патриот, с эскалацией. Кто у разбитого корыта будет? Путин, Трамп, Зеленский или никто? Их от корыта уже не отогнать. Голосуйте, друзья, в конце подведем итоги. Но я, опираясь на этот вопрос, хотел бы, вот ящая эйфория, в общем, все, скажем так, умопомрачены вот всем происходящим. Но давайте же по сути посмотрим. Рубио выходит и говорит, что эскалация – это хорошо. Трамп выходит, говорит, эскалация – это хорошо. Это новое пространство. Вот эскалация – это же повод заключить мир. Слушайте, но это же абсолютно меняет подход, это абсолютно меняет взгляд на то, что с нами со всеми происходит вот уже 5-й год. Какие мысли у вас по форме и по сути сегодняшнего дня? Ну, давайте скажем так, у разбитого корыта останемся все мы, потому что правящая и владеющая прослойка, она, в общем-то, в принципе ничего не потеряет. Ну, как это, пока толстый усохнет, худой сдохнет. Поэтому все народы, которые участвуют так или иначе в этом конфликте, все останутся у разбитого корыта. Вопрос глубины и широты трещины в этом разбитом корыте. Но в целом сегодняшний, в общем-то, саммит в Анкаре, он просто еще раз подтвердил то, что глобальный Запад играет в концепцию войны двух индейских племен. Потому что в чем же была претензия к Зеленскому у новой администрации Трампа? Что ты неэффективно воюешь с, так сказать, другим индейским племенем. То есть началось же все, я просто напоминаю, очень важно напоминать, потому что в рамках когнитивной войны и информационного потока мы очень забываем. Претензии же были по теме коррупции. То есть ты неэффективно используешь наши деньги. С этого же началась пересменка Байдена на Трампа. То есть Байден использовал Украину в том числе как предвыборный кейс, как говорится, да, вот. Оно не очень получилось. И дальше была претензия, что ты неэффективно используешь наши деньги. Дальше произошла история в том, что расходы перевели на Европу, и Зеленский сегодня перед советом директоров, в этом смысле это вот как представитель, как вождь лояльного индейского племени, он, в общем-то, доказывал, что нет, он хорошо использует деньги, то есть это эффективные инвестиции в эту войну. И, в общем-то, он доказал, и, так сказать, бледнолицые братья похлопали по плечу и сказали: да, ты хорошо это делаешь. Ну, в общем-то, вот что произошло на уровне схемы. А это значит, что бойня будет продолжаться. Вот. Эскалация – это хорошо. Ну, как сказали бледнолицые братья, отличный бизнес. Тем более мы видим, что по всем отчетам зарабатывают как корпорации ВПК, в первую очередь штатовские, так и правящие элиты. То есть семья Трампа прекрасно зарабатывает, вот, все отлично. Он даже похвастался, что он землю какую-то получил получается как, неизвестно какую, но какой-то актив он где-то там еще приобрел. Так что ничего личного, just a business, и в этом смысле
та часть украинской аудитории, назовем так, которая живет с этого бизнеса, мы же уже давно установили, что это от там, 10 до 15%, которая встроилась в эту модель, и внутри этой модели она прекрасно себя чувствует, потому что биореактор работает, кто-то уходит на, так сказать, утилизацию, а кому-то выделяются новые бюджеты, и на этом они живут. Но просто принципиальная разница, и в этом смысле в чем идея эскалации, я напомню. У меня об этом книга «Два капитала. Как экономика втягивает Россию в войну». В этом году как раз вышло такое дополнение 10 лет спустя, в том, что одно индейское племя воюет на свои, это имеется в виду Россия, а другое индейское племя воюет, зарабатывая деньги, так сказать, бледнолицых братьев. Вот. И вот эта вот узкая прослойка, которая кормится с этого всего, с внешних денег, да, ей, в принципе, глубоко плевать на что, где и как происходит, поэтому все эти ерничания Зеленского по поводу того, что дроны украинские в Москве летают и так далее. И тому я не подобное. понял этой шутки. Извините, я ну и так, понятно, там у каждого там свой круг общения среди тех людей, которые там в Украине находятся, в Киеве непосредственно. Ну, имеется в виду, я по кругу общения сужу, я понимаю, что это мы не можем там говорить за всю Одессу, как там принято в песне поется. Но никто не понял этой шутки. Сегодня очень затяжные тревоги в Киеве, по 2-3 дрона реактивных летят, и никто ничего не сбивают, они попадают в цель, ну или сбиваются с курса и попадают там в дом, на Троещине, в рынок прилет был на Троещине, еще где-то прилет, понимаете? То есть, как бы... И он приглашает Трампа, говорит, Трамп, приезжай. А тот говорит, да не, моя секретная служба, в общем-то, как-то не оценит мой визит, вряд ли они мне разрешат, понимаете? Вообще какой-то Трамп игривый был. Хочешь тебе лицензии, хочешь тебе то. И говорит, я вот с Путиным созвонюсь потом. Вообще, это вот очень интересная модель поведения Трампа. Чтобы понять Трампа, нужно, я процитирую себе, позволю, это тоже, кстати, вам понравится, как человеку с определенной там политтехнологической и исторической профдеформацией. Значит, Трамп, там он выступал перед публикой, там, да, на саммите, на мероприятии в рамках саммита НАТО. Я был бы величайшим коммунистом в истории. Я был бы прям как Ленин, говорит Трамп, рассуждая о том, какие жертвы идти, чтобы приходится идти к коммунистическому обществу. Только что появились данные, где я занимаю первое место в ТикТок. И все, о чем я говорю, это коммунизм. Так что в каком-то смысле коммунизм — это даже хорошо. Потому что я о нем говорю, я на первых полосах в ТикТок. Понимаете? Вот я вот фрагмент этот посмотрел перед нашим эфиром. И, в принципе, вот перед глазами Трамп, который говорит, что мы дадим вам лицензии, мы вас научим, вы такие одаренные, вас бомбят, а вы по подземелье что-то там клепаете, какие-то дроны, чтобы вы потом не говорили нам, что мы вам чего-то не даем. Вот вроде как он все хорошо сказал, потужно, а потом вот этой вставкой как-то вот немножко перевернул все. Складывается впечатление, что происходит какой-то очень важный торг. И я это считал, когда он говорил о том, что, в общем, хочешь, мы тебе небо закроем после войны. Если это понадобится. Закроем небо. Но Россия к войне уже не вернется. Вообще, вот я хочу, чтобы вы оценили вот эту пресс-конференцию. Постоянно сбивается на Иран. Про Иран отдельно сейчас поговорим. То есть, такое ощущение, что идет какой-то, базар, какой-то торг. Но мы глубины его не понимаем. Почему же не понимаем? Это все заявление для биржи. То есть у Трампа есть два, так сказать, фокуса, на котором он концентрируется. Фокус номер один, мы это тоже многократно обсуждали, это еще началось с Нобелевской премии мира. Он видит себя в ряду великих политиков исторических. Но так как он является продуктом вот этой вот медиакультуры конца 20-го, начала 21 века, то он постоянно якает, сравнивает себя с кем-то. Сравнивать же надо по делам.
Но ему нравится сравнивать себя словесно. То есть постоянно ставить себя в ряд с великими людьми. Поэтому ему нужно сравнение себя с Лениным. Потому что что он там вообще понимает, что он что-то читал из Ленина, он вообще знакомился с политической биографией Ленина. Просто мажор, понимаете? То есть, если бы Трамп бы себя с кем-то сравнивал бы, он бы сравнивал бы с кем-то из представителей, так сказать, владетельных династий. Ему бы в этом смысле было скорее надо «Угрюм-реку» почитать, да, про судьбу Прохора Громова, как, так сказать, наследник бандитов с большой дороги стал крупным капиталистом. Ну вот, кто не читал, рекомендую прочитать, да. Вот. И поэтому он же не знает ни русской культуры, потому что Ленин – это же в первую очередь продукт русской культуры. Вот. И не зря работы Ленина же там про Толстого, если мы говорим культурные. Трамп – это недообразованное существо, продукт социальных сетей, который способен мыслить вот этими вот твитами, то есть короткими сообщениями. Но при этом у него есть вторая профдеформация – это биржевой спекулянт, человек, который умеет зарабатывать на скачках рынков. Да? Он это делал всегда, вот, везде. А теперь, заняв позицию главного, то, что называется, ньюсмейкера, он наслаждается тем, что от его заявлений кого-то там где-то будоражит. Вот, а на этом взбудораживании, не он прямо, а аффилированные с ним персонажи, все вот эти вот зятьки, корешки, вот, кореша, да, вот это хорошо Мура у вас в беседах раскрывает, они на коротких вот этих сделках очень неплохо, так сказать, срубают свои миллионы. А пользуется же он чем? Он пользуется тем, что, жена Цезаря вне подозрений, что президенты США, они не могут быть подвержены потом никакому наказанию. Да? То есть он возомнил себя, скажем так, вне зоны ответственности, в том числе антикоррупционной, антимонопольной. Бывали, конечно, какие-то отдельные случаи претензий президентом США. Это обычная история. Там был в том числе такой президент, как Грант, герой гражданской войны, который попал, он сам не был таким спекулянтом, но он попал в зависимость от спекулянтов, которые его, в общем-то, финансировали, а он получал мелкий гешефт. А тут мы имеем первый случай, вот такой в истории, когда откровенный спекулянт занял высший пост и наслаждается спекуляциями. Поэтому сравнивать его надо, знаете, с кем? Сравнивать его надо и с нашими братками в красных пиджаках в начале-середины 90-х, которые хапнули бабла. Вот это очень хорошо высмеивал у нас Михаил Задорнов, он на этом, в общем-то, карьеру сделал. Вот. И в анекдотах они вечно присутствуют. Да? То есть это такой типок, который наслаждается безнаказанностью, потому что что ты мне сделаешь. Но я напомню, что во всех анекдотах как фигурируют эти вот братки. Вот. Они фигурируют, как откровенно издеваются там над гаишниками, с которыми встречаются, над простыми людьми, над, остальными лохами. Вот. А они, в общем-то, вот на эти 2% я и живу, как в том же анекдоте. И вот Дональд Трамп – это вот такой вот браток из наших анекдотов, только которому удалось забраться на вершины власти. Им же тоже удавалось ворваться на вершины власти, в том числе, например, крах донецкого клана на Украине, который взял власть после откровенного бездаря Ющенко. Это же были очень похожие типажи, которые упивались своей безнаказанностью. Да? Вспомним, как в парламент попал Юра Янакиевский. Вот, и не только. Давайте вспомним вот этот вот стародонецкий клан и как они упивались своей вот этой вот общей безнаказанностью. Кстати, это было и в рядах оранжевых политиков, много их там было. Вот. Там вот тот же, кстати, странно убитый Давид Жвания, я его очень хорошо помню, его заявление в середине 2000-х, когда он вместе, на волне Ющенко пришло. Или такой Евгений Червоненко, вот, которого назначил еще Кучма главой Госрезерва в свое время, в конце 90-х. Конкретный такой браток из Днепропетровска. Плюс у него же была, если я не ошибаюсь, там
концерн «Орлан», да, его же назначили на главу Госкомрезерва, он прям повесил себе на там самом, на кабинете, типа, денег нет, уходите. Это глава Госкомрезерва. То есть он издевался над всеми остальными. Гонщик, да. Да, он, ну, поэтому он был гонщиком, да. Это вот такие вот типажи, или как вот рассказывали тоже, это по слухам, но я склонен им верить, когда была инаугурация Ющенко, и на него же банкиры ставили тогда, ну, все украинские, что на этой инаугурации прям демонстративно курили сигары и прикуривали их там 100-долларовыми купюрами. То есть это психология Нувориша, и так к нему и надо относиться. Вот, то есть это человек, который считает всех остальных лохами, а себя, так сказать, высшим существом. Ну, и хорошо. он это постоянно демонстрирует. Вы нам как бы разложили, да, вот это вот, вскрыли, такую трепанацию сделали личности. Но что это меняет по сути? Сейчас что мы имеем? По сути ничего не меняет. Ну вот смотрите, что мы имеем сейчас. Получается, Зеленскому удалось убедить Запад в том, что все хорошо. В том, что Украина побеждает. Это все... Вот опять, понимаете, там есть очень такой градус цинизма тяжелый, когда там Федоров говорит, и Зеленский сам на вот этом сабантуе, ну, имеется в виду этой сходке перед саммитом НАТО. Смотрите, Зеленского не было на саммите НАТО. Он был на клубе оружейников, потом был ужин для гостей, и там он в общей фотографии. Но украинская там пресса говорит, вот Зеленский на саммите. Не было его там. То есть саммит был без него. Что мы имеем по итогу саммита? 70 миллиардов его откашляют на войну до конца года. Ну так, по крайней мере, заявляют. Посмотрим, как будет на самом деле. Дроны, да, пожалуйста. Выходят финны, говорят, России нас не запугать. Мы уже подписали. Там немцы. Все хорошо. То есть получается, ну, то есть, смотрите, от того, что мы поняли, кто такой Трамп, ну, как бы... еще больше теряется надежда, что он прав, что все идет к какому-то концу войны, что там к резкому завершению. Я отсылаю нас к первому вопросу. Нам говорят эскалация. А какой эскалации еще не хватает? Если так посмотреть на людей, которые там сегодня в этих тревогах, сегодня опять 3 погибших в Киеве, понимаете? ПВО где? Тут нет ПВО, вот сейчас торгуются за ПВО. Будете делать баллистику сами потом. Но тут же очень важный нюанс есть. Вот этого Трампа, если бы у него все было хорошо, я бы с вами согласен. Мы бы его принимали как данность и в этом всем раскладе пытались его как-то, ну, внедрить. Так у него-то все хорошо. Так у него развал идет. Он говорит ку-ку на Иран. У него полный крах. Понимаете, в чем дело? То есть он подписывает документы. Они вчера еще были самыми там хорошими, такими нужными и прекрасными. А сегодня все вышли из перемирия и новая война. А это означает ракеты Патриот, все ресурсы, деньги. Там же колоссальное количество миллиардов, которые они потратили вот на эту всю операцию по принуждению Ирану, в общем, стать в стойло. А Иран опять... Такое ощущение складывается, что вот если бы не было Ирана и было перемирие, мы бы сейчас были в другой реальности. А так мы просто попадаем, как вот скачок, петля времени, в то же самое. Ну, то же самое. А потянете 2 войны? Ну, так давайте. Потому что отдохнули не только Израиль и США, а иранцы тоже отдохнули. Ну, не просто отдохнули, а подготовились. 85 целей, они говорят, мы поразили. Ну и добрый вечер. А 2 войны для вот этого всего, это уже очень много. И от этой войны будет страдать точно так же Европа. Они тут цены, они тут НПЗ выбивают, да? Они тут, там, Путин говорит, будем импортировать в июле месяце нефтепродукты. Хотя над этим еще смеялись на питерском форуме. То есть, ну так хорошо. То есть мы несемся в пропасть, причем всей планетой, благодаря вот такому сумасбродному поведению. Кроме США. Потому что это единственная страна, ну еще Китай, не забываем, на территории которой никак не идет война. Я просто тоже напоминаю, мы это тоже разбирали, но тут именно важно напомнить эту общую рамку. США – это империя с прецедентным мышлением. И логика у них была такая. 2 раза уже в прошлом столетии мы участвовали в глобальных разборках в
в мире, не на нашей территории, в ходе которых жизнь везде становилась невыносима, и к нам в США приезжали владеющие элиты, интеллигенция, научные мужи. Ну, что бы Эйнштейн делал бы, сказать, в Штатах, да, или, например, там писатель Ремарк, который доехал, и не только, вот эта вся иммиграция. То есть они же Гитлера же точно так же поддерживали. Но я напоминаю, что концерн Opel всю войну как бы контролировался General Motors. Вот, и ничего, как-то это все работало. И в войну они уже потом вступили, Вторую мировую, да, я не про Великую Отечественную, а именно Вторую мировую, только тогда, когда уже было очевидно, кто победитель. Вот, поэтому они действуют точно по такому же принципу. Поджигать как можно больше конфликтов за пределами своей территории. Они же этот механизм они нащупали еще, когда колонизировали североамериканский континент. То Не есть получается, не пусть воюют. складывается. Нет, не складывается. С А что Ираном, не складывается? с Ираном не складывается. Воюет армия А США. что, Иран наносит удары по территории США? Нет. Он Связанными, наносит связанными с США объектами. Не-не-не, подождите. Они летят, что? они сбивают иранские... То есть, если гробы... Он сегодня выдал, говорит, мы будем остров Харк захватывать. Куда гробы пойдут после битвы за остров? В США. Тут немножко, понимаете, одно дело как-то так, война на удаленке, где-то там, интернациональный долг, но своими же силами. А вы говорите о сталкиваниях лбами туземцев. Нет, смотрите. Какие-то издержки, конечно же, нести приходится. Но в отличие... Последний раз они сделали вывод из войны во Вьетнаме, что самое главное не участвовать вводом прямого контингента, ну то есть массового. Это когда у них действительно был кризис, когда они после этого они никуда не вписывались. Обратите внимание, даже вот последний раз, куда они вводили войска, это был Ирак и Афганистан, откуда они оперативно, в общем-то, смылись только после того, как начались серьезные потери. Это было в Афганистане. Оперативно и быстро снялись. Поэтому вот эти вот потери на военных базах, они в этом смысле ничтожны по сравнению с тем, какой идет отток капитала, а самое главное, какие идут заказы для ВПК со стороны тех самых монархий залива. Потому что, погибнет сколько там, сотня, другая человек. Но какие контракты получат? Это уже, в общем-то, большой бизнес, где никакого значения небольшие жертвы не имеют. Потому что у них везде есть свои прокси. То есть Израиль выполняет ту же функцию вот, по отношению Ближнего Востока, как выполняет Киев. На Дальнем Востоке у них есть тоже свои прокси, то, что называется. Ну, а контракты, деньги-то все равно все возвращаются в американский ВПК. Но даже главное не деньги, куда бежит элитка владеющая. В этом же модели вот особенность вот этого капитализма, которого они, бенефициарного, назовем их так, который они навязали всему миру. И мы, кстати, его тоже приняли. Когда активы реальные находятся на земле, но за счет того, что владельцы могут находиться в любой точке мира, и эти владельцы так или иначе приезжают либо в Лондон, либо в Штаты, либо еще кто-то зависает в Швейцарии. Вот посмотрим на украинскую олигархию, да? То есть Ахметов продолжает финансировать все, что от него необходимо, и продолжает оставаться бенефициаром всей этой войны. Как говорил кто? Бжезинский, если я не ошибаюсь, да? Если вся ваша элита находится у вас, то вопрос, чья это элита, ваша или наша. Поэтому это модель, которую они построили очень давно. Это модель именно островного капитализма, когда активы отдельно, а владельцы активов отдельно. И, соответственно, отток капитала и элитка вся точно так же будет передвигаться в сторону Лондона. Посмотрим, как Индия устроена, где основные владельцы экономики. Там этот Лакшми Миттал, которого мы вспоминали, владелец Криворожстали. Но он перекочевал в Лондон, и они считают, что эта модель будет работать. Это же связано в том числе и с нашим Чубайсом. Посмотрите,
наши с ними как-то судятся, какие-то иски подают, а он прекрасно сидит на Западе и учредил целый институт, значит, который вот будет заниматься проблемами поставторитарной России. Посмотрите, какое количество наших там вице-премьеров отчалило на Запад, вообще владеющих людей. Кто-то там умный персонаж, как Фридман, вернулся, вот, потому что посидел чуть-чуть под домашним арестом в Лондоне. Вот. А какое количество остается там? Ну, есть хорошая песня Ленинграда: у олигархата отжали яхты-хаты. Она в первые дни, так сказать, СВО возникла. Но значительная часть владеющей элиты, она же отчалила туда, и не только, дети продолжают. Так сейчас же, поэтому они считают, что их модель сейчас работает. Говорят, что вот эта элита должна шатать Россию. Путин говорит, будут, что они пытаются расшатать. Все открыто говорят, пытаемся расшатать. То есть эскалация для того, чтобы расшатать. Ну и, конечно, там развал России, все дела. Вот это сейчас опять возвращаем Крым, а тут еще не пойми кто, сколько там останется этих государств на территории России. Это сейчас дискуссия опять, ну, как бы возобновляется с новой силой после сегодняшнего разговора Трампа и Зеленского. Возникает другой вопрос. Раньше, как я помню, нарратив какой был, да, вот еще пару лет назад. Сейчас Россия рухнет и обломками завалит всех. А сейчас такое ощущение, что все прям сидят и ждут, и потирают руки. И соседи, и ближние, и дальние, и все на свете. Это игра в долгую. У них действительно был расчет на то, что произойдет быстрый обвал в 2022 году. Под это была задействована, в общем-то, схема, когда побежали, ну, то, что называется, лидеры мнений, начиная от Гребенщикова и заканчивая Галкиным, и в том числе бизнесменов, что сейчас все рухнет. Но оказалось, что, в общем-то, не до такой степени вот эти вот предатели, иноагенты и прочая шваль влиятельно. Вот. Оказалось, что какой-никакой задел есть, вот, именно в первую очередь научно-технический. Но потом, как показала практика, вот, особенно уголовных дел в нашем Минобороне, ну там же как, с одной стороны уголовные дела, а с другой стороны неприкасаемые, которые как Дуримар. Я тут ни при чем, совсем тут ни при чем. Вот. Что гниль, она проникла очень-очень глубоко. Это я подчеркиваю, у нас еще в других министерствах, так сказать, не проводили такие глубокие проверки. Но после этого было сделано, вот я в книге у себя там делаю некие этапы СВО 1.0, 2.0, 3.0. Вот. И где-то после провала байденовской стратегии контрнаступа, ну то есть такого активного психологического, когнитивного давления на Россию, вот, когда стало понятно, что это не пройдет, они перешли к долгосрочной стратегии. А смысл ее в чем? Что на фронте Украина должна медленно отступать, и это вот стратегия, то, что мы говорили, биореактора, а основная ее деятельность направлена на то, чтобы подрывать тыл России, чтобы спровоцировать конфликт между обществом и государством. Потому что он же еще усиливается чем? Он же еще усиливается нашей политэкономической моделью, а именно спекулянтами. Ну вот давайте я вам сейчас приведу конкретный пример. Это вот сейчас у нас проблемы с бензином. И начинаются поставки бензина с белорусских НПЗ, вот, которые как бы государственные. И вот за последний месяц, ну, во-первых, мне непонятно, почему белорусский бензин у нас торгуется на бирже. Так вот, его цена выросла в 1,8 раза. Это вот публикации буквально там вчерашние и позавчерашние. То есть в чем шизофрения? Белорусские НПЗ получают нефть из России. Ну, в Беларуси нет своей нефти, это понятно, да? Но потом с радостью белорусские производители вместе с нашими спекулянтами на биржевых торгах повышают цены в 2 раза. При том, что НПЗ государственные, мало того, что государственные, там еще миноритарные доли принадлежат, в том числе нашим компаниям,
вот, Роснефть является инвестором и еще чем-то. Ну вот, прекрасно в ошкуривании с помощью вот этих вот биржевых капиталистических методов участвуют все, в том числе и наши союзники. И вот они делают ставку на то, что эта шизофреническая модель, она, во-первых, сведет с ума общество России, которое, в принципе, не очень понимает, что происходит и как происходит. Вот буквально вчера в госзакупках тоже была новость по Крыму. Я же недавно из Крыма вернулся. Там же нет сетей федеральных ни Лукойла, ни Роснефти, ни Газпромнефти. Есть только всякие частники местные. Да? Так вот они на госзакупках, это ТЭС, ну это документ, который вот гулял в информагентствах, он выставил цену типа 300 рублей за литр. Ну, 300 рублей за литр это сколько у нас получается? Больше 4 долларов за литр. Это компания, которая, в общем-то, ну, не стесняясь, участвует в тех самых государственных тендерах. Потому что наши оппоненты, они собаку съели на том, как устроен вот этот монополистический и спекулятивный Я все равно капитализм. понять одного не могу. Смотрите, ну Украина тоже сталкивалась с острейшим дефицитом топлива. Тоже был скачок цен, тоже цены растут. Тоже, вот смотрите, то же самое все было. Потом это все прошло, это все как-то диверсифицировали поставками из-за рубежа, вот этими там переносными. Ну, короче, то есть сеть, развили сеть и все, и нормально. Тоже рост цен, тоже всех о себе хотели кусок. Более того, все и продолжают рвать кусок. У меня кто-то пошутил, то ли в Телеграме, то ли где, говорят, ну понятно, все понятно. Династию, значит, достроят. Ну, все, деньги дадут, династия, значит, достроится. Все. Тем более, не зря же браслет с Чернышова сняли. Все хорошо. То есть, бить по домам с жертвами, ну, простите, 5-й год уже такое. 5-й год. И тут включают нам, есть тоже такой комик Игорь Ласточкин. И он показывает, он там прям на передке, бронежилете, где-то там. Но потом в сюжете рассказывают, что не совсем там на передке, он издалека запускает дроны, которые смотрят поле боя, например. Да? Ну, разведчик, аэроразведчик. И он там рассуждает о том, что сейчас, вот смотрите, у россиян вот такие глаза, дефицит бензина, все. И вот сейчас, сейчас там начнется полный крах. Мы люди, которых отучили вообще думать. Мы люди, которых отучили, что власть, Зеленский, как глава государства, должен принимать решение. То есть брать на себя ответственность, принимать решение, такое, сякое и так далее. Все как-то оно само. То есть, опять, вы же видите по Зеленскому, если там какие-то санкции, а это вот совет собрался. Если какая-то это Рада нацбезпеки. А это кто? А это депутаты плохие. Проголосовали хорошие депутаты. А тут кто? А это вот это. И только если какой-то успех или какой-то результат, это мое, это я сделал. Это традиционная как бы история. Но нам решения заменяют рефлексом. Вот нам говорят, ты потужный, ну типа незламный, такой весь этот. А это что? Это же не какой-то, это же тебя не ввергает в какие-то планирования, в какие-то еще. Это твой рефлекс. На тебя напали, ты такой раз там стоечку выдержал, терпишь, все. Но нельзя же 5 лет терпеть. А решений конкретных нет, они оттягиваются. Вот они оттягиваются. Почему решили вдруг, что россияне, собственно, да, вот как-то поведут себя иначе и пойдут свергать Путина или там бунты устраивать, колоться Россия начнет. После таких же прилетов ракет, дронов, проблем с горючкой, с едой, со всем на свете. Не, ну вы абсолютно правы. То есть для того, чтобы погрузить общество в такое состояние, нужно его постоянно раскачивать на вот этих эмоциональных качелях. Ну, вот это вот зрада перемога, которые вошли уже даже в русский политический язык, это, в общем-то, оно и есть. У нас, кстати, тоже значительная часть наших, так сказать, собратьев по медиаклассу, там, ломов, блогеров, они тоже этим грешат. Вот. Там ударить ядеркой, давайте, давайте. Ну, вот эта вся история, да. То есть это же как общество сообщающиеся сосуды,
и оно вот так вот происходит, как двухтактный двигатель. Помните, да, как эти поршень двигается то в одну сторону, то в другую. А это связано с чем? Это связано с тем, что возникла прослойка, которая сделала заложником. И Зеленский же не вчера попал в эту ситуацию. Я напомню, когда он попал в эту ситуацию. Это история про Ян и Лох. Когда он пытался сделать какие-то шаги по поводу Минских соглашений, но понял, что против уже образовавшейся корпорации, которая наживается на этой войне, он ничего не может сделать, потому что иначе ему устроят свою какую-то там ночь длинных ножей или еще чего-то, потому что эта же прослойка образовалась давно. Еще даже прокурор Матиус пытался садить ряд людей, которые устроили на этом большой бизнес. Этот большой бизнес возник уже к году к 16-му, к 17-му. И Зеленский свой выбор сделал. И сейчас он идет точно так же на поводу тех, для кого эскалация – это единственный смысл жизни. Ну вот если мы посмотрим, кто эти люди в прошлом, да они никто, которые сейчас стали, так сказать, элитой, новой элитой. Кстати, Гитлер попал в такую же зависимость тех, на чьих плечах он пришел к власти, да. Он уже не мог ничего сделать со всесильным Гиммлером, который их создал. Это мы же тоже с вами разбирали, когда в обществе фашизация – это же не громкие слова. Кстати, Муссолини попал в такую же зависимость. Не только они. Хорти в Венгрии попал, в Румынии в свое время в такую зависимость попал. Кстати, у нас белое движение, которое в ходе гражданской войны пошло по пути жесткого террора, оно попало в такую же зависимость от... это же беспредельщики, говоря, так сказать, языком 90-х годов, в которых мы выросли. А когда ты начинаешь опираться на беспредельщиков, то ты уже никуда не денешься. Это уже путь в одну сторону. И это же очень хорошо продемонстрировала история с этим покушением в Монако. Да. Монако, понимаете, да? То есть это ярко демонстрирует, что с людоедами невозможно иметь никакого ни бизнеса, никаких дел. Потому что она судьба биодрона, которому уже сколько обещали, если верить сообщениям, $150 тысяч или сколько, выплатили 15 и 4 пули в затылок. И потом, в общем-то, даже в условиях Украины это не удалось скрыть. Частная пытошная, это вообще на голову просто не налазит. Так это и есть. Это и есть фашизация и нацификация, потому что это не какие-то громкие слова. Дело не в Бандере, не в Мельнике. Это все символы. А дело в том, что это формируется уже модель общества и государства. Хорошо, получается, что Россия живет по принципам ОПГ. Россия по денацификации, дефашизации ни черта за 4,5 года не сделала, а только усугубила все эти процессы. За пределами того, что не контролируют, процессы только усугубились. Это неизбежно. А как ты, что ты с этим сделаешь? Это именно поэтому тут тезис, о котором я и говорю, что, во-первых, война до 2050 года, я не шутил об этом и дальше не шучу, потому что нынешними темпами, столько она плюс-минус будет идти. А второе, это то, что придется брать под контроль плюс-минус, скорее всего, не самим, а скорее всего с окружающими государствами. И это, кстати, первые проблески – это то, что проявляется в Польше. Ой, там вообще сегодня. Сегодня встретился Навроцкий с Зеленским. Они там что-то поговорили. Зеленский рассказал, что мы, продолжим диалог, говорит. Все хорошо. Поговорили, а все же как? Тут Сикорский Буданову ответил за его вчерашнее интервью. В Европарламенте, в резолюцию Европарламента это попала история.
Это прецедент. Да, там одной строчкой, да, там не шибко, там, но попала вот эта вот ситуация с УПА, потому что вышла там фамилия связана с Зайчиком у нее, в общем, депутат от Польши, да, женщина. Ну, которая рвала там, Вышла да? и порвала вот этот красно-черный флаг Бандеры и говорит, они там вот так убивали, вот это убивали, ну, вот упавцы, а Зеленский вот это вот, ну, короче, пламенная речь толкнула, порвала этот флаг и все, и в резолюцию это попало, Европарламента. И говорит, никакой вам Европы, вы что? Бандеру в Европу как бы тянете. И вот тут мы понимаем, что это прям ну, острота, которую Зеленский сбить не может. А это же вроде как те же самые партнеры, которые должны, с их помощью мы должны воевать 50 лет. Ну, не могут сделать почему? Потому что одно дело риторика про бандеровцев, а другое дело рынок оружия и наркотиков, и черная дыра, в которую превратилась пост-Украина. Это же фиксируется на территории всей Европы, о том, что какое количество ОПГ, какое количество откровенного бандитизма, проституции, вот это вот химпром, уже ставший притчей во языцах. Ну, а самое главное, бесконтрольное оружие, которое, с одной стороны, оно же как бы отправляется, а потом возвращается. Я более того скажу, еще впереди нас ждут новости про рынок киллеров с помощью тех же дронов. Потому что те люди, которые натренировались на этой войне в условиях бесконтрольности, вот тот же Мадяр, он еще может стать главой международной группировки киллеров вот, в той же Европе, в которой, в общем-то, нет границ, нет подготовки, есть большое количество, так сказать, богатых людей, взятие в заложники и многое-многое другое. Тут рекомендую поизучать судьбу послевоенной Аргентины, куда, так сказать, отморозки многие приехали, да, и как это отразилось вообще на судьбе Латинской Америки. И поляки, ну, мы обсуждали, что с одной стороны это внутриполитические, так сказать, бонусы они набирают из-за того, что недовольны потоком беженцев, но с другой стороны они помнят, что такое была УПА межвоенная в этих всходних кресах и какой творился бандитизм. С одной стороны их настраивали на войну против Советского Союза, но они же убивали в том числе и польских чиновников. А это связано с тем, что если у вас уже образовалась вот эта вот стая волчья, хищная, которая попробовала крови, да, то пока вы, так сказать, думаете, что вы ее натравливаете на своего оппонента, но рано или поздно она и вам в горло вцепится. Поэтому вот эти вот риски поляки начали ощущать первыми, и это пока просто первые проблески, да, потому что все, так сказать, основное у них еще впереди, потому что основная диаспора вот этой вот новой элитки, которая сбежала в Европу, вот это только начало, вот эти разборки, которые мы увидели в Монако, это только первые звоночки. Дальше это просто будет опускаться на уровень ниже, пока что это самый высокий уровень. А потом, я подчеркиваю, они откроют для себя прекрасный бизнес, как наемные убийцы с помощью тех самых дронов, которые ты еще и не найдешь, а никакого противодействия этому нет. Я напоминаю, в чем же одна из главных претензий Польши? Что вы не хотите с нами делиться технологиями. Ну, то есть, соответственно, вы это можете использовать против нас. И в этом смысле мы видим, как в центре Европы, тут в этом смысле нынешний киевский режим, его надо сравнивать, конечно же, с косовским режимом, который образовался в свое время. Да? То есть его, с одной стороны, создавали как противовес Сербии, ну, то же самое. То есть идея была в том, что у нас бесконечная война будет против Сербии. Но по факту это образовался бандитский режим, который создавал угрозу. Просто Косово очень маленькое, ну прям вообще микроскопическое. А здесь совсем другие масштабы. И не зря поляки. Дальше еще впереди румыны будут бить в набат вот, с молдаванами. Но они вряд ли что смогут сделать, потому что у них тоже у самих очень слабое государство и очень сильна роль ОПГ в своей власти. Потому что Румыния это еще то
государства, где со своими ворами и бандитами надо разбираться. А если они объединятся, то это вообще может быть очень... Ну, это прям гремучая смесь может быть в Восточной Европе. Хорошо, если мы попробуем сложить, собственно, все то, что дал нам день сегодняшний, ну, вот это закрытое небо, вот эти все, какой Зеленский молодец. От Трампа же тоже такие вещи звучали. Они такие, знаете, общий фон же, понятно, потужный и воодушевляющий украинскую сторону. Ну, там так нет-нет, да и скажи, что Россия это сила, а не просто большая страна. Русские и украинцы, да какая между вами разница? Это вот говорит Трамп, это вот так вот он, ну вот так набрасывает, знаете, вот так у него и речь еще такая, ну специфическая, оно же еще и старость, видите, и плюс еще так вот он, ну вот так бросает слова. Говорит, условия России становятся мягче. Ну так вот говорит Трамп. И Путин хочет быстро завершить войну. Война для Москвы оказалась сложнее, чем ожидалось. Поэтому вот так вот. И вот, пожалуйста. У меня вопрос. Простой и понятный. Слушайте, а как это может закончиться? Вот вы говорите, 50 лет воевать? Да не будет никто 50 лет воевать. Вот я вот, все тоже мне рассказывают, там, ну, вот мне говорят, 30-й год, там еще какой-то. Нету. Уже сейчас нет людей. Уже сейчас, уже это все. И Зеленский это выходит и признает, говорит, да, там технологии, дроны, это хорошо. А людей нет. Но мы вот компенсируем за счет там этих всех middle страйков, этих подписанных контрактов, этих всех там дроновых историй. Но окей, дроны это хорошо. Так это будут воевать до тех пор, пока не останутся там на пятачке какой-нибудь там Ивано-Франковской области, которые будут, как Марцинкев заявил, в сентябре-октябре разрушать похлеще Киева. Это он там выдал своим и говорит, надо ПВО. И вот так вот смотришь на него, на Марцинкива, и думаешь, ну да, мэр Ивано-Франковска, ну да, слушайте, если вот эти товарищи из Франкивска, с Львова, с Тернополя, ну, подымут как бы гриву, да, и скажут, а что-то такое, они не позволят так защищать свои города, как вот сейчас Киев. Они быстренько или Малопольша, или, ну, там, индивидуальное вступление в НАТО и ЕС, или какой-то другой путь, или пойдут на Киев свергать Зеленского. Они как бы вряд ли будут так долго терпеть то, что происходит. Что вы думаете по итогам? Стали ли условия мягче? И хорошо, если это еще один лаг временной, чтобы еще навоеваться, то реально сколько он может продолжаться до какого-либо логического хотя бы перемирия? Ну, когда я говорю про 2050 год, я же исхожу из того, что процессы начались в 86-90 году и 30 лет развивались в такой латентной, скрытой фазе. Ну и по логике событий, по, так сказать, соотношению, ну то есть 30 лет заквашивалось, 30 лет будет, так сказать, выходить из этого кризиса. Вот поэтому у меня 50-й год. Но он, понятно, очень относительный. Это первое. Второе, я не делю по времени, я не знаю, сколько это будет конкретно на постукраине. Я понимаю, что сейчас идет большая битва за левобережье. Это, кстати, в истории, ну, то, что называется Украины, у нас это называется история, так сказать, Южной Руси, вот, и потом Юга России, потому что она включает в себя не только Украину, а еще и другие края, в частности, например, вот Кубань. Я сейчас вот вернулся как раз из Краснодарского края. Вот как на Кубани оказались, так сказать, то, что мы называем кубанскими казаками. Вот. Они с Крыма высадились на Тамань, вот, и потом двигались и основывали новые станицы. Вот. Это были те самые казаки-черноморцы, которые сначала передвинулись в то, что сейчас называется Одесская область, или Буджак, или Бессарабию, а потом, собственно, им дали плодородные земли как раз вокруг реки Кубань. И это движение, то есть это все в рамках большой, так сказать, битвы за то, что называется левобережье, а правильно его называть, конечно, междуречием между Днепром и Доном.
И только после того, как жизнь организовалась вот в этом вот междуречии, двинулись дальше. На следующее междуречие между Доном и Кубанью. А потом на следующее междуречие между Кубанью и Тереком. И вот в этом смысле очень интересно изучать историю вот именно Южной Руси или Юга России. Это как раз вот как появлялись вот эти вот казачьи войска. Да, то есть вот оно было Запорожское, потом оно стало Черноморское, это междуречье, получается, Днестра и Дуная, да, потому что, ну, в принципе, мы же континентальная цивилизация, мы, в общем-то, на реки плюс-минус так и ориентируемся. Вот сейчас идет большая битва на левобережье Днепра. Сколько она продлится, мы не знаем. Там есть ключевые точки. Ключевые точки Харьков. Вот если мы обратим внимание вот на сводки новостей, мы увидим, что в Черниговской области какие-то военные действия происходят. Да? Там же туман войны, но какие-то новости появляются. В Сумской области, в Харьковской области, параллельно в Запорожской области. И все это и есть большая битва за левобережье. Вот сколько она продлится, мы не знаем. Она же может как стремительно развернуться, а может затянуться еще на сколько-то лет. Но вот пока не завершена битва за левобережье, делать какие-либо прогнозы просто бессмысленно. Потому что это будет следующий этап. Если мы посмотрим на историю, допустим, там, гражданской войны или Великой Отечественной войны, то мы тоже увидим, что это было вот такое движение вот в этих вот междуречьях. И самый главный вопрос, почему именно создаются проблемы, ну вот обратите внимание, где? В Крыму. Для чего создаются проблемы в Крыму? Потому что это тоже территория плюс-минус вот этого, ну, левобережья, да? Это же когда вот, ну, многие истории, когда у нас там говорят про там, передачу Крыма Украине, правильно, неправильно, верно, неверно, это вторичный вопрос, потому что понятно, что он принимался, кроме символичности, еще и с точки зрения, ну, хозяйственной логики, да? Потому что сложный объект, который сложно снабжать, и его присоединяли к УССР в рамках именно логики хозяйственной, а не политической. Ну, потому что проще его снабжать, ну, через перешеек, да, то есть в этом смысле была такая логика. Я не оправдываю в этом смысле Хрущева, это вопрос вторичный, потому что нужно было сначала мнение спросить жителей той же как бы Крыма, никто этого не спрашивал. И, соответственно, только после того, как завершится битва за междуречье Днепр-Дон или левобережье Днепра, можно будет делать вообще какие-либо прогнозы на дальнейшее движение. А ключевая точка здесь, конечно же, Харьков. И, как мы видим, вот эта вот большая агломерация на Донбассе. А сколько, может быть, продлится еще битва за эту агломерацию? Ну, мы видели, что началось все еще с деятельности Пригожина покойного, да, но его подо что его и вытянули, да, то есть для того, чтобы он совершил такой вот именно марш-бросок в этой городской агломерации. Вот мы до сих пор находимся внутри этого сценария. А может ли, какое самое непопулярное решение может принять Путин, к которому его толкают? Тут распространяют информацию в том числе, что а вдруг сейчас все откатится до 22 года, а там что надо было россиянам и Путину? Кроме денацификации, демилитаризации, Крым и Донбасс. Вот, пожалуйста, Крым и Донбасс, а там вот это Запорожье, и это вот вернется, что, сделка, чего? В обмен на все санкции, активы и все остальное. Некоторые так представляют эту историю, другие видят какие-то там непонятные телодвижения в российской элите, что, мол, не надо спешить там какие-то бизнесы открывать в новых регионах, да, вопросики, как говорится, лучше продать, чего плохо лежит, а то не пойми, что будет дальше. То есть неуверенность какую-то вот в этих шатающихся элитах ситуация породила. Что вообще может быть предметом сделки, как вам кажется, если мы как вы трепанировали личность Трампа, да, если мы оттуда отталкиваемся, и если Трамп на самом деле прав,
что все думают, что война там еще долго, а она вот сейчас закончится. Ну, чисто теоретически может быть остановка, подчеркиваю, теоретически, по линии соприкосновения, и тогда это значит, что будет Минские соглашения 3, скажем так. Но это будет просто пауза перед перед следующим обострением. Потому что я думаю, что именно для того, чтобы не было никаких разночтений в элитах, именно для этого и у нас в Конституции вот эта вот норма новая была введена, да, по поводу того, что если уже что-то, так сказать, вошло в состав России, то уже выйти не может. И, конечно же, это требует даже формально изменений в Конституции, в общем, очень серьезных правовых изменений. Поэтому, конечно же, если говорить вообще о теоретической такой, вообще теоретической формуле мира, это, конечно же, проведение референдумов на всех спорных территориях с учетом еще и вернувшихся людей, которых изгнали. И чтобы все, кто, так сказать, не готов и не хочет жить под властью Киева, мирно переехали в Россию. Да? А те, кто не хочет, как у нас их называют, ждунами, да, еще кем-то. Вот. Я, кстати, знаю ряд людей, в том числе в Крыму, которые там, скажем так, мечтают о ситуации до 2014 года. Не то, что они там проукраинские активисты. А что было, хорошо было или что? В чем лучше? Я просто, смотрите, я объективно сейчас, максимально объективно. Там юридически Крым это Украина, все, аннексия незаконно. Окей, прошло 10 лет, 12, да? Пройдет, может, 13, не знаю, посмотрим. Но Украина, та Украина, понятно, там бушующая, кипящая революция, как они потом назвали ее, достоинство, но это была одна Украина, понимаете? А вот сегодняшняя Украина, и прям сидят люди, ждут, что и хотят в сегодняшнюю Украину. Нет, сегодняшнюю не хочет, я думаю, никто. Но есть иллюзии, что можно провернуть фарш назад. И я вам сейчас расскажу просто историю, с которой я лично был знаком. В смысле, я сталкивался. Это накануне СВО, где-то как раз еще ковид, когда был. Выпускники крымской школы, значит, после того, как там особо ЕГЭ никакой не сдали, а там же были всякие программы, и поехали в Херсон, в Одессу учиться, потому что были квоты для крымчан. И потом, собственно, влипли и не знали, что делать. Многие продолжали ездить в Киев, бизнес какой-то пытаться сохранять. То есть пытаться как-то петлять и что-то где-то делать. А тут имеется в виду, что уже раз конфликт дошел до такой точки, почему я говорю именно про референдум и свободный выбор людей, так самоопределиться, где вы хотите жить. То есть вы либо хотите вернуться под эту власть, либо под эту власть. Но это совсем, я еще раз подчеркиваю, теоретический, такой сферический, мирный сценарий в вакууме. Он вряд ли возможен. Тем более, что на Украине все-таки господствующая идеология войны с Россией. И не зря всех этих мельников перехоранивают, и Бандеры будут в следующем перехоранивать. Дело в том, что у нас очень разный взгляд на эти сложные истории. Мы же не зря вспоминали и Пушкина, не зря цитировали. Я специально, когда готовился, у нас же там про Мазепу вся была эта история. Дело в том, что у нас же у Александра Сергеевича Мазепа же был не сегодня. Это стал такой контроверсийный, как на Украине любили говорить, персонаж. Он же еще в 19 веке очень всех будоражил.
И вот поэма Пушкина «Полтава», она же изначально должна была называться «Мазепа». Но цензоры ему не рекомендовали так называть, потому что это персонаж отрицательный, хотя он там один из главных героев. И там же вот очень интересно, я сегодня тоже когда готовился, и есть же еще, это же во многом у Пушкина была с Байроном дискуссия такая поэтическая, потому что у Байрона, а Байрон это был кумир своего времени, то есть это, я не знаю, с кем его можно сравнить из нынешних культурных деятелей, и Байрон прям воспел Мазепу, да, и вот если мы посмотрим два вот этих текста, они на самом деле очень важны, потому что большинство наших культурных конфликтов, они из той времени и тянутся, они и тянутся, им уже по 200 лет, и мы все никак их не можем решить. И вот я просто хотел сегодня бы как раз процитировать, когда готовился, вот, это вот пару строф как раз из Пушкина, из Полтавы, да, и вот мы обратим внимание, что у Пушкина взгляд очень культурный. То есть, что он пишет, да? Вот цитата, прям Мазепы. «Давно замыслили мы дело, теперь оно кипит у нас. Благое время нам приспело, борьбы великой близок час. Без милой вольности и славы склоняли долго мы главы под покровительством Варшавы, под самовластием Москвы, но независимой державой Украине быть уже пора. И знамя вольности кровавой я подымаю на Петра. Готово все в переговорах со мною оба короля. И скоро в смутах, в бранных спорах, быть может, трон воздвигну я». Обращаем внимание, это, так сказать, пинок всем нашим шовинистам по поводу того, что никакой Украины не было. Вот, мы находим у Пушкина, давайте оспаривать Пушкина по поводу Украины. Вот. И это у Пушкина взгляд политический. То есть он показывает, что вот она игра между двумя королями и попытка сделать, так сказать, свою игру разыграть. Что и произошло. Короче, надо возвращать. А у Байрона... Возвращать надо Пушкина, а то поснимали. Он за Украину. Так о чем и речь, понимаете? То есть, а вот у Байрона взгляд, у него такой же, как сейчас Зеленский, вот то, что у вас Кость Бондаренко по поводу говорит, по поводу аплодисментов, у Байрона в Мазепе, да, в воспевании, нету никакого политического контекста. Там только комплименты тому, какой крутой конкретная личность Мазепа. Вот тоже пару строк. «И Карл с улыбкой берет кусок свой бедный и дает понять, что он душой сильней и раны, и беды своей. Сказал он, всяк из нас явил немало доблести и сил, в боях и маршах, но умел дать меньше слов и больше дел. Лишь ты, Мазепа, острый взор со дней Александра до сих пор столь ладной пары б не сыскал, чем ты и этот Буцефал. Всех скифов ты затмил коня, через балки и поля гоня». Потужно, понимаете? То есть Байрон точно так же, как сейчас Запад, потужно говорят, Мазепа. То есть вот пушкинский взгляд, что это политическая игра, которая завела в блуд и стала большой трагедией для всех. А байроновская, то есть британская, потужно, давайте еще и аплодисменты. Но вот давайте посмотрим, 200 лет прошло, ничего не меняется. Поэтому нам надо разбираться с культурными корнями этой проблемы, и тогда мы поймем, что это наша общая большая трагедия. И не зря, я подчеркиваю, что Пушкина его не зря убрали. Потому что если изучать классическую русскую литературу, то мы увидим, что вот эта трагедия, она отрефлексирована уже многократно, и она очень сильно беспокоила наших предков. Да, знаете, я всегда так очень волнительно, мне всегда так было, да, вот думаю, вот зачем, это же там трата времени, цитирует Уралов этот, там, Пушкина, да, а потом так столкнулся, так немножко посмотрел по комментариям, а никто, все забыто. То есть, вот это же ваше выражение, СССР это уже античность. А это вообще какие-то предания седины глубокой, понимаете, вот эти все уже вещи. Уже настолько вот этот вот как бы перепрошито все. Кто останется у разбитого корыта? 6% Путин, 6% Трамп, 49%
40 никто их от корыта не оттянешь, 49 все-таки считают, что Зеленский останется у разбитого корыта. Ну, вот так. Вот так. Семен Сергеевич, что скажете? Ну, что скажу. Вот. Глаз народа, глаз Божий, как говорят, да. Вот. То, что конкретно Зеленский и его клика придут к тому же финалу, к которому пришел и Мазепа, и Бандера, и Петлюра. Я напоминаю, что есть 3 разновидности украинского вот этого. То, что приводит к украинской трагедии. Но это тактическая история. А стратегически, подчеркиваю, мы все у разбитого корыта, причем начиная с 1986 года. Но это моя, наверное, не просто профессиональная, но и культурная деформация. Тут я тоже тогда усилюсь еще одной цитатой. Это именно Щербицкого, она короткая. Это из выступления в 1972 году. Это выступление Щербицкого, который создал все, что было вообще вот в Украине, которую мы любили. Это, значит, украинским языком выступ на липневому пленуме ЦК Компартии Украины 1972 год. Значит, и что он у нас говорит? Что на сучасному етапі ідеологічної боротьби відбувається активізація підривної дії закордонних українсько-буржуазно-націоналістичних і сіоністських організацій, які знаходяться на службі іноземних розвідок і намагаються об'єднати зусилля. Тобто, вот еще из 1972 года нас Щербицкий Владимир предупреждал про вот это разбитое корыто. Да, переходим к вопросам. Начнем с сообщества YouTube. Александр Олег спрашивает, спросите Семена, какие впечатления у него остались после посещения Харькова и харьковчанах в те времена, и какую он видит судьбу Харькова дальше. Спасибо большое. Ох, если бы у меня не было во многом персонального конфликта с окружением тогда губернатора Авакова, тогда же как раз мэрская власть в Харькове была одна, я уходил, это отдельная история, я у Пучкова рассказывал, как мы из Харькова, так сказать, текали с моим компаньоном. Там было 2 машины, одна СБУшная, вторая бандитская. Я собирался, то, что называется, базу творческую в Харькове организовать. Очень было удобно. Рядом и до Москвы, и до Киева, и до Петербурга недалеко, и на юга рядом, и Ростов рядом. Но тогда это не сложилось. Это 2006, по-моему, был год. Я прям в свое время влюбился в Харьков. С моей точки зрения, очень конструктивные люди, с отличной региональной таким самомнением, такой идентичностью, как и на Донбассе. Потом на меня Донецк произвел очень похожее впечатление, такое самоуважение к краю. И плюс, конечно же, край очень изобретателей. Я же застал еще в лучшие годы. Я очень дружу с харьковчанами здесь. У нас выпуски «Чистоты понимания» с Константином Кеворкяном, с Александром Александровским. Я еще был хорошо тогда, когда работал, был один из лучших депутатов Верховной Рады коммунистов Алла Александровская. Если кто помнит, она прям из очень честных была, ответственных и порядочных людей. И тех, кого я встречал, Кушнарев, с моей точки зрения, это была та политическая фигура, которая могла бы переломить вообще ситуацию. А потом уже, когда я уже был политтехнологом, скажу честно, я очень лелеял, так сказать, мысль о том, что в дополнение к донецкому клану, который уже был на юго-востоке, мог бы организоваться, скажем так, клан, группировка союза одесских, не хочу называть фамилии, потому что кто-то может внутри находится под угрозой, еще где-то, одесских и харьковских политических элит, потому что донецких погубила монополия. Они сначала под себя поджали луганских и почувствовали свое всевластие, что мы тут главные, мы здесь власть. Потом поджали харьковских, а потом уже при Януковиче, так сказать, младшем, при стоматологе уже
поджали под себя и одесских. Поэтому Харьков для меня очень похож по именно складу характера харьковчан на мой родной город Новосибирск. Ну, хотя я оттуда очень рано уехал, но это город в первую очередь инженеров, ученых, конструкторов и еще и ко всему прочему с отличным чувством юмора и самоиронии. Так что Харьков прекрасен. Зря из Харькова перенесли столицу в Киев. Но это вот завершая ответ на вопрос. там же Осталась бы столица в Киеве, все было бы в Харькове, все было бы по-другому. Да, ну там же времена другие были совсем. Вы что? Ну, я вспоминаю про те времена. Времена же были другие там же. Тогда и Донецко-Криворожскую республику не надо было трогать. Значит, правда, там на коленке, ну, гражданскую, да, вот это становление, выписывали эти границы. Вы абсолютно правы. Вот точно так же, как была в свое время Закавказская Федерация, куда входил нынешний Азербайджан, Армения и Грузия, вот Украина лучше бы была федерацией, как и РСФСР, то есть федерацией Донецко-Криворожской республики, Одесской республики, украинской, там, малорусской, называйте как хотите, республики. И это было бы более жизнеустойчиво. Да, еще один вопрос про Харьков. Кернеса стреляли, вероятно, мстили за слив ХНР. Но умный Кернес, чтобы не было повтора и не боясь, обвинял Авакова в этом. А какая версия более правильная, на ваш взгляд? Я убежден, что его грохнули люди Авакова. Почему? Потому что, ну, скажем так, это был конфликт очень давний. Еще вот когда я работал, он уже дошел до... Ну, там уже очень-очень искривый был ряд похищений на Геннадия Адольфовича. Во многом поэтому лично я с командой жил фактически на осадном положении в гостинице «Националь», бывший интурист, вот, ну, харьковчане знают, вот, это у нас проспект Жилинина, по-моему, да, уже переименованный, понятно. Вот. Тогда еще был ряд покушений, когда Аваков был губернатором. Во-вторых, Аваков среди элит харьковских, почему он был, ну, скажем так, не авторитетен? Потому что еще в 90-е годы он прошел через убийство своего партнера. Сейчас не вспомню его фамилию, Коновалов, не Коновалов. Ну, у него типа кличка была «Фашист», кстати, как это не парадоксально. Вот. И он после этого стал бенефициаром, потому что до этого он был младшим партнером, а после того, как его партнеры грохнули, и в элитах, в общем-то, обсуждали, что это он и сделал. А в-третьих, почему я так считаю? Потому что за 2, по-моему, недели или за месяц до покушения на Кернеса там был у него друг, вот. Ну, я был с ним знаком, земля ему пухом. Его убили. Это прям, ну, все его знали, и как бы они с ним и спортом вместе занимались, и когда, так сказать, ну, сейчас уже можно об этом говорить. Налик он перевозил спортивными сумками. Вот. Вроде у них вместе, так сказать, сидельческое прошлое, ну, не буду врать. Его убили на могиле у матери, когда он посещал. Его убили. Это было явное предупреждение, что Кернесу нужно уезжать. Ну, а в-четвертых, почему я считаю, что это дело рук Авакова? Потому что Кернеса же планировали убить, но пуля прошла чуть-чуть мимо. И терять ему уже было нечего. И, в общем-то, он сам ответственно заявлял, кто стоит за этим покушением. Поэтому по совокупности этих фактов я считаю, что вся эта кровь на руках Авакова. Добрый вечер. Вопрос. Почему в России не хотят вставать на путь модернизации и строительства производства? Наоборот, очередной завод закрывается. Недавно «Русал», например, закрыли. Почему до сих пор царит мнение в верхах, что все и всех купят? Ну, какой завод «Русал» закрыли? Какой-то «Русал». Не очень понятно. Там просто это огромный концерн «Русал», это русский алюминий. Вот. Может, какое-то где-то производство и закрыли. Нет, ну, в России есть комплексные проблемы, связанные с финансовым капитализмом. Что при текущей финансовой политике производством заниматься невыгодно. Проще все вывести в кэш, вот, ну, в смысле, в деньги, да, и положить на счет, и это будет давать при нынешней процентной ставке гарантированные 20-30%.
Вторая, с моей точки зрения, системная проблема – это закрытие огромного количества так называемых наших малых брендов. Потому что там сильные ограничения и плюс очень дорогая стоимость кредита. И многие просто закрываются, потому что это невыгодно, выгоднее заниматься пассивным доходом. Это проблема системная, это проблема комплексная. Об этом у нас очень многое количество экономистов говорит, о том, что нам нужно менять кредитно-финансовую политику, которая во многом является колониальным наследием. Поэтому опора должна быть на промышленный капитал, но это та внутренняя борьба, которая у нас идет уже не первый год. Об этом, в общем-то, моя книга «Два капитала», она как раз и о конфликте финансового и промышленного капитала. Хотите узнать глубже, просто прочитайте, тем более в этом году вышло продолжение 10 лет спустя. Угу. Семен, скажите, как вы считаете, а вы, полагаю, имеете обоснованное мнение, вопрос, что сейчас является объединяющим для всех граждан Украины? Я не про стремление победить или показать храбрость. Какая сейчас скрепа у украинцев? Благодарю, Александр, всем добра. Вопрос важный. Мы сейчас выведем за скобку тех украинцев, которые участвуют и зарабатывают на биореакторе, а возьмем только всех остальных, то есть как внутри, так и за пределами. Я считаю, что их скрепа должна быть, во-первых, выжить, во-вторых, поддерживать друг друга, и особенно слабых, то есть простраивать горизонтальные связи. И, в-третьих, не оскотиниться и не тронуться умом, потому что это очень-очень легко сделать. А больше никаких скреп я, в общем-то, адекватных не очень вижу. Кладбище скрепа. Помните? Украинцев объединяет кладбище, Кулеба говорил. То есть, а что Но это это все мнение как раз зря было? Инвестора биореактора. Он же сегодня там тоже много чего наговорил. Это да. Вопрос. Зачем русским чужая земля? Своей мало, что ли? Это чат-трансляция. Переходим сюда. Тут сложно сказать. Чужая, не чужая. В этом же и лежит основа всей постсоветской трагедии. Не только украинской. В частности, за что война была между Арменией и Азербайджаном Нагорного Карабаха. Потому что и армянская часть считала, что это их, так сказать, земля. И азербайджанская часть считала, что их земля. На 20 лет выгнали вообще оттуда азербайджанцев. И еще прихватили там 3 района, как непонятно, там вроде армян никогда не жило. Теперь выгнали всех армян. Прекрасная история. Поэтому, с моей точки зрения, это все наша общая земля, но земля вторична. Потому что если мы посмотрим на уроженцев этой земли, то мы увидим, что все великие люди, они никогда не делили эти земли и прекрасно уживались между собой. Просто нам нужно ориентироваться на те периоды истории и те лучшие культурные образцы, когда все было, в общем-то, мирно, и никто никому ничего не предъявлял. Максимум в каких-то анекдотах. Но, знаете, анекдоты у нас и внутри России рассказывают друг о друге разные анекдоты. Это, в общем-то, такая легкая, милая, милые бронятся, только тешатся. И все. Поэтому это кривая постановка вопроса сама по себе. Луганск, родной ваш край, да? Главный герой, Даль Владимир, один из создателей русского языка. Но на памятнике у него написано Владимиру Далю, казаку луганскому. И вопрос, кто он? Русский, украинец или казак луганский? Как его разорвать между собой? Да? И дальше памятник, я тоже об этом вспоминал, стоит в Оренбурге памятник Владимиру Далю и Александру Пушкину, где они встретились, когда Александр Пушкин собирал материалы по Пугачевскому бунту. А Пугачев – это вообще казак уральский из староверов. С точки зрения Российской империи преступник, с точки зрения Советского Союза, герой-повстанец, но при этом там встретились по этому поводу создатель языка и создатель русского языка. Один из Луганска,
второй родом из Москвы, а погиб в Петербурге. Ну и как вот это разделить, я не очень понимаю. Сергей, вопрос. Почему украинцы распиарили Голодомор, где несколько десятков тысяч вымерло от голода, но не признают Евромор, где убыток населения Украины несколько миллионов? Это не украинцы распиарили. Это было внешнее воздействие, с одной стороны, вернувшихся подонков из диаспоры, недобитых всех этих коллаборационистов. Это они завезли эту идею вот, где-то в середине 90-х. Потом им удалось поставить, это была спецоперация с Ющенко и особенно его женой, которая вот как раз была выходцем из вот этой вот всей диаспоральной антисоветчины и, естественно, и антирусской, и антиукраинской всей этой диаспоры. И дальше уже включился элемент пропаганды, промывания мозгов, воспитания молодого поколения, потому что Голодомор – это слово специально придуманное. Такого слова нету. Вот, потому что Голодомор – это специально убивали. А факт голода в Советском Союзе никто вообще не отрицал. Я напоминаю, что в том числе сбор, так сказать, голодающим детям Поволжья – это такой вот сюжет в русской советской литературе, и не только. Известны письма Шолохову, Шолохова Сталина. Я читал, много Шолохова изучал, когда Тихий Дон. Он очень много писал по поводу голода как раз и на Дону, и в том числе то, что сейчас называется Восточная Украина, где он прям бил в набат о том, что перегибы на местах местной власти, которая стремится выполнить, так сказать, перевыполнить план, приводит к человеческим трагедиям. И это делал русский писатель Михаил Шолохов. Вы сейчас видите, вы как бы опровергаете этому суть. А вообще, конечно, очень интересно, если посмотреть за вот эти 30 лет независимости, и то, чем вы занимаетесь до независимости из диаспоры, там то трызубы всякие, там издательства поднимают, то еще. Это ведь четкий план. Сначала голод, потом вот это вот радянская, это кативня, вы поняли. Расстрелянное відродження. Да, вот это все, вот они голод, они вот это делали, они вот это. Это все элементы, без вот этой арт-подготовки не было бы наступления. Я имею в виду идеологического, да? То есть это все равно как бы арт-подготовка, никто бы ничего не понял. Так. Почалося все, говорю, в году 86-87 сначала на теренах Західної України, Западенщины, да? И этим занимался Народный рух Украины. Вот. Он же сначала как назывался? Народный рух за перебудову. И в чем главная наша общая трагедия? Что группа Горбачева, которая боролась за власть, она вступила в союз с этими мелконационалистическими организациями. В Литве был Саюдис. Шеварднадзе, один из соратников Горбачева, опирался на грузинских националистов. То есть надо еще не забывать о том, что был союз заговорщиков в Москве и на местах, причем по всему Советскому Союзу. А кое-где, как, например, Назарбаев, да, который был, он же сделал точно так же, как Кравчук, он очень быстро сменил флаг. То есть вот тут он, этот самый политический деятель коммунистический, а потом он использовал в том числе погромы в Алма-Ате вот, как повод для того, чтобы сместить с власти. Там был Колбин. Он быстро использовал, что Колбин значит русский, не казах. На Украине было сложнее, потому что русского от украинца как отличишь, да? Вот. Сложно отличить. А там все-таки проще. И в этом смысле это нам еще стоит отдельно отрефлексировать. Я очень рекомендую мемуары Николая Рыжкова, недавно нас покинувшего, вот, которые как раз вот именно посвящены событиям с 85 по 91 год. И он разбирает о том, как все это было по всему, вот то, что сейчас называется постсоветскому пространству. Семен, как вы считаете, раньше всех интересовало, когда завершится война между Россией и Украиной. Теперь все задумываются, а чем это может завершиться? Какое ваше мнение, чем этот ужас завершится? Давайте я дам, так сказать, наброски. Общеполитический прогноз. Да? То есть, с моей точки зрения, вот на том, почему я называю пост Украина, потому что уже на разные куски она развалилась,
Там будет часть, которая войдет напрямую в состав России, часть это будет союзная республика по типу Белоруссии, а какая-то часть будет максимально нейтрально враждебной, да, ну, в наших интересах, чтобы она была максимально нейтральной по типу нынешней Словакии. Вот обратим внимание, да, Словакия, в общем-то, не тяготеет, даже находится в Европейском Союзе, но ни в каких антироссийских гадостях, в общем-то, не участвует. Вот это, с моей точки зрения, завершится оно плюс-минус этим, но где, как и куда будут границы, мы, в общем-то, понять не можем. Да, друзья, ну, как это? Понять-то можем, но чистоты понимания нет. А чтобы ее было больше, следите за нашими встречами. Семен Сергеевич, спасибо за время и мысли. Спасибо, да, прибудет та самая чистота понимания со всеми. И главное, сохраняйте здравомыслие и помогайте окружающим, потому что им сейчас очень-очень тяжело. Берегите себя. Добра и света. Увидимся.